Ну-ка. Раз-раз. Вроде как мы здесь. Друзья, всем привет. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Вы на канале Sound Like a Russian. И в гостях у меня сегодня, вы его, наверное, знаете, да? Это Артём. Привет, Всем Артём. привет. Привет. Мы... Привет. Мы познакомились с Артёмом 3 минуты назад примерно. Так Да, случилось, что, да, канал Артёма я существует проходил 5 мимо. лет. Да, да-да-да. А у меня дверь была открыта в мой стрим. Вот. Канал Артёма существует уже 5 лет, да. Мгм. Мой уже 2 года, а мы вот только познакомились. А, Познакомились мы, во многом благодаря моим студентам, начинашкам, которые, даже будучи на уровне А0, А1, говорили, что смотрят канал Russian Progress с удовольствием. Блин, это круто. Это круто. Да, да. Ну, видимо, ты делаешь такой контент доступный, интересный, вот, что хочется его Может, им нравится на смотреть. меня смотреть просто. Ну, это первая причина, конечно. Да. Да. Вот. И еще триггером, почему я тебе написала, стал твой пост 9 мая. Вот если помнишь, я тебе написала именно 9 мая, увидела твой пост и подумала, ну все, Мгм. ну надо писать. Потому что ты один из немногих блогеров, тем более преподавателей русского для иностранной аудитории, Мгм. который осмелился в этот день Вот это поздравить свою подвиг просто. аудиторию. Да. Ну, слушай, это смелый шаг, мне кажется. Потому что, несмотря на то, что суть праздника, суть этого дня, давайте скажем, она совершенно не связана с тем, что сейчас происходит, тем не менее все пытаются перетянуть одеяло на себя и интерпретировать этот день по-своему. И, наверное, ты схлопотал негатива под этим постом, нет? Ну, сейчас уже не особо, потому что я регулярно какие-то подобные вещи делаю. То есть, Мгм. ам, в прошлом году я делал такой же пост, Мгм. и, ну, когда это все началось, там, свое мнение тоже высказывал, и те люди, у которых другое мнение, они просто отписались, и мы идем дальше с теми людьми, ну, кто либо может принять другую точку зрения, либо той же точки зрения, что и я. Мгм. Ну, так что вот Мгм. какого-то Мгм. хейта особо я не схватил. Мгм. Ну, все уже привыкли, что от тебя Да, можно ждать такой смелости, и всё. ну да. Ну я, кстати, вот ты же мне писала на этот счет, и я думал, что мы, наверное, будем обсуждать эту тему, да, и почему я вообще делаю этот пост. Потому что я не хочу, чтобы в определенный момент, ну, в европейском западном обществе это уже есть, сравнение, то есть нацистской Германии и СССР, то есть ставит знак равно. И я не хочу, чтобы это случилось вообще в российском обществе и ну, в каком-то в русскоязычном обществе, потому что, ну, если сильно не углубляясь в тематику, да, то есть, да, были тяжелые времена, и со стороны там, того же Сталина, да, были репрессии, но то, что вытворялось в нацистской Германии, да, то есть эксперименты над людьми, уничтожение просто по национальному признаку, то есть я считаю, что не стоит этого забывать, не стоит забывать подвига людей, которые м, ну, пожертвовали своими жизнями, там, миллионами жизней ради того, чтобы мы не скатились в рабовладельческий строй номер 2, при котором есть какая-то высшая раса и есть какие-то унтерменши, то есть там евреи, славяне и прочие, которые должны их обслуживать. То есть советский народ и союзники, они сделали так, чтобы люди продолжали жить свободно вне зависимости от их национальности, там, расы. И сейчас забывают, ну, как-то пытаются это забыть, но Ты знаешь, мне мне кажется, не кажется, что стоит. Мгм. Мне кажется, что не пытаются это забыть именно потому, что продолжают интерпретировать этот день и переворачивать как-то все с ног на голову, но придумывают новые и новые контраргументы. И, ну, вот по всем пунктам, которые ты сейчас назвал, можно найти в СМИ что-то
понимаешь, ответ какой-то. Мгм. Вот. Но что меня удивило в этом году особенно, я, понятно, читаю новости с разных сторон и вижу, как освещаются события с разных сторон. И, в общем-то, мало меня уже что может удивить в человеческой фантазии, как все можно так, как можно вести диалог. Но что меня действительно удивило в этом году, это был, наверное, самый большой культурный шок после того, как я переехала в Венгрию. Я здесь уже почти год, но вот это Мгм. был действительно культурный шок. Для нас с тобой 9 мая – это день. Да? Мы всегда будем знать, что это праздник. Это не просто Мгм. так обычный какой-то рабочий день. Здесь понятно, что нету государственного праздника, понятно, что интерпретируется этот день не как победа, а как закончилось что-то страшное, и все, и давайте уже это вытесним из памяти. Но студенты даже не знают, что это за день. Студенты вообще просто не знают этого факта, понимаешь? То Мгм. есть меня удивило не мнение может быть разное, и окей, но меня удивило то, что студенты просто не знали, что это такое, что была вот такая... они знали, слышали, что была война, но какое-то 9 мая, что это такое? В Венгрии Вот. 8, наверное, да? Да, Что-то но празднуют это, или не но, празднуют. но это день памяти, это не Мгм. праздник. То есть если у нас в России, я имею в виду, этот день связан с понятием героизма, да, вспоминается, сколько миллионов людей погибло и так далее. Каждая семья достает из закромов свои истории. Для меня Мгм. лично этот день трепетный. Моя мама всегда плачет в этот день. Я тоже с возрастом начала уже плакать в этот день. Вот. Ну да, в общем, это тоже день памяти, но связанный с героизмом каким-то, с ощущением, что все-таки сделали. И нельзя это забыть, потому что это будет просто нечестно по отношению к тем, кто погиб и жертвовал собой и все прочее. Здесь же это Да, день памяти, но эту память хочется стереть. Вот такое вот отношение, да, потому день, что, день траура, да? да, и это понятно, потому что каждая страна свою позицию заняла в то время, да, свою роль Да, сыграла. ну, сейчас очень много перевирают, особенно в либеральных кругах, что вот как будто бы есть такое победобесие, да, в России, в российском обществе, что вот мы там рады, что эта война случилась, что мы там, мы празднуем эту войну. Ну, то есть какой-то вот идет подмена понятий. На самом деле празднуют люди то, что это закончилось. Они рады, что они могут жить в свободе, что они могут иметь достоинство. Опять же, вне зависимости от их происхождения, потому что концепция, которую предлагала нацистская Германия, это, опять же, белые какие-то сверхлюди, умные, у которых правильные носы, правильные черепа, и унтерменши, которые должны их обслуживать. То есть и вот эту чернь, вот эту погонь э, победил во многом советский народ, то есть учитывая там по разным оценкам 20-30 миллионов потерь, а, и учитывая, когда союзники подключились, то есть уже там, ну, на концу войны, можно сказать, да, там за год до окончания войны, то есть и мы радуемся от того, что это закончилось, что мы можем вот жить, ну, так, как мы сейчас живем. Вот в этом, собственно, и радость заключается. Никто не собрался ничего повторять. Конечно, это и грустное время, да, там вот песня есть, "Счастье со слезами на глазах", да. Ам, важно не просто, важно просто понимать, что это. Очень детально изучить исторические моменты, э, отношение пересмотреть к этому. Почему вообще это важно, особенно для российского общества. А, ну и вот, потому что многие, даже в России люди не понимают, зачем это надо. То есть, типа, раздайте деньги ветеранам там или что. Ну, понятно, что поддержка ветеранов и вообще людей в целом важна, но как минимум это сейчас в современной России это очень такой важный объединяющий
элемент общества. Их найти не так-то и просто, на самом деле. В такой противоречивой стране, да, где очень много народов, много конфессий. Ну, это то, что всех объединяет. Да. Кстати, про противоречивую, про огромную страну. Ты вообще сейчас где? Я сейчас в Новосибирске. В Новосибирск. центральной России, в Сибири. Да, ну-ка я посмотрю на карту. У меня тут на столе в качестве, не знаю, скатерти, подставки лежит географическая карта. Наверное, в Мгм. надежде, что я однажды выучу географию, я ее положила. Вот, сейчас посмотрю. Я Да, учился всё. на регионоведении, поэтому учил географию хорошо. Ну и плюс я люблю путешествовать, и по России в том числе. Поэтому это лучший способ изучать географию, ездить просто по регионам. Мгм. Вот. Мгм. Мгм. Это точно. Да, и, кстати, вот сейчас самое время, друзья, если вы зашли к нам и испугались, что мы тут сейчас разведем тему политики и будем драться с вами там или друг с другом, то не бойтесь, возвращайтесь к экранам, мы сейчас будем говорить про путешествия. Это-то вы Да. точно любите. Итак, ты Вот моя из карта, кстати, по Новосибирска. России. Ну-ка. Это, подожди секунду, цветное — это там, где ты был? Ты хочешь сказать, или Да. что это? Блин, плохо видно. Класс. Не, видно, я вот увидела, мне кажется. Если боком. Да, вот так. Класс. Ну, то есть в основном Южная Россия, потому что я люблю тепло. На Дальнем Востоке пока не был. Мгм. Вот. Ну, пока, половину субъектов посетил. Вот. Мгм. 45 Ну пока. да, ну всё, давай рассказывай, ну где ты был? Ну так, Ну, вообще я из Новосибирска, вот, родился в Новосибирске, и обычно мы ездили отдыхать на Алтай. Вот, то есть тут рядом Алтай, горы. Потом в детстве я еще ездил в Хакасию. Потом 5 лет назад я переехал в Петербург. Ну вот, когда жил в Петербурге, ездил, во-первых, там в страны рядом, то есть Финляндия, Прибалтика, потом в регионы, которые там вокруг. Ну и все, я как-то вдохновился на путешествия, начал ездить там, особенно вот когда пандемия случилась и, границы были закрыты, понял, что, можно и по России ездить, и посетил очень много южных регионов, центральных там, пока ехал от Сибири до юга, вот так вот много раз, тоже Мгм. везде останавливался. Ну, для меня посетил, это значит вышел и погулял, то есть это не просто проехал. Мгм. А, Ну и вот, собственно, вот так. В основном, то есть Поволжье, юг, Санкт-Петербург вокруг, то, что там и Мгм. Карелия в том числе. Ну и вот Урал тоже много где Мгм. был. Мгм. Куда посоветуешь съездить сразу? Иностранцы, конечно, знают про Питер, про Москву, да, и знают, что есть еще какая-то другая Россия там Мгм. где-то. Вот. Куда бы ты посоветовал съездить? Ну, Питер, Москва, это понятно, да, то есть Москва — это лучшее, что есть, в принципе, в русскоязычном пространстве. Вот самое передовое, самое современное, самое лучшее — это Москва. Не все с тобой Петербург, согласятся сейчас. Ну, ну передовое, да, конечно, да, но знаешь, как многие не любят Москву? да, понимаю, то есть масштабы, дороги широкие, это все есть. Но Москву надо посмотреть 100%. Мгм. Петербург — это такая имперская Россия. Вот если хотите, не знаю, посмотреть что-то, что было построено во времена Российской империи, вот величие, да, пик, наверное, даже России тех времен — это Санкт-Петербург. Если хотите что-то более мусульманское, это Казань. То есть Россия, она многогранна, она многоконфессиональна, поэтому вы можете увидеть такую русскую Россию, современную Россию — это Москва, европейскую Россию — Петербург, мусульманскую — это Татарстан, Казань, Мгм. что-то такое более еще русское — это Золотое кольцо, то есть маленькие города вокруг Москвы, Мгм. Нижний Новгород, например, тоже, Кавказ тоже очень интересен, например, Дагестан очень популярен, ну и, Мгм. понятно, Сочи, самый теплый город России. Что еще у нас интересного? Ой, А, про Кавказ, ты знаешь, была в прошлом году у меня группа, мы занимались онлайн, и у них была возможность путешествовать по России. И там 2 друга, такие заводные ребята, знаешь, не любят мгм. сидеть на месте. Каждый раз мы начинали с ними занятия, и они были в каком-то другом месте, в каком-то новом Мгм. месте России. И вот они очень полюбили Кавказ. Сколько же веселья там было у них.
Ну Столько да. видео, там, шуток, мемов оттуда, Мгм. красоты. Да, да. Да, то есть там горы, всякие, не знаю, реки, озера, Каспийское море. Ну, я, если честно, наверное, с точки зрения природы, больше всего мне нравится Карелия. Это Мгм. север. То есть это от Петербурга на север, если ехать. То есть там такие хвойные леса, прохлада, озера, скалы, Да. ландшафт какой-то. Вот это очень приятно. Нет жары такой сильной. Но И есть еще я... комары огромные. Тебя не мучили Да. они? Я была в Карелии, и вот я помню, что мы бегали от этих вот вертолетов, просто буквально Мгм. бегали от них, потому что невероятное количество Ну, комаров. я там не так много был, не знаю, не застал их. Ну, здесь в Сибири тоже их много. Вот. А так вообще по природе Мгм. очень еще красиво в Приморье. То есть вот это Владивосток, это вот ближе к Японии, ну, в Азии вообще там, в конце России, короче. Там очень приятный климат, очень влажный, такой прям тропики немножко даже. Вот. Я там еще не Мгм. был, но вот если картинки посмотреть, там очень круто. Ну и Крым, Мгм. понятно, тоже очень красиво там. Мгм. Вообще природа разная у нас. Можно увидеть буквально все. Я Ну когда да. жила в России, хотела все поехать, вот посмотреть Европу, посмотреть, ну, там еще какие-то другие континенты. Мне казалось все, хочу увидеть другое что-то, новое что-то. А сейчас живу в Венгрии, и, ну, здесь здорово, красиво, и мне по-прежнему хочется посетить многие европейские страны, но я понимаю, что я хочу и по России попутешествовать. Я сейчас Ну, одно смотрю другому вот не мешает. на карту. Ну как не мешает? Надо еще до России доехать сейчас, А вернуться. ты откуда вообще изначально, из какого города? Родом я из Александрова, Владимирская область. Там жил М, Иван Грозный. Это то, чтобы у тебя Прикольно. отложилось в Я во голове. Владимире был. Мгм. Я тоже была. Ну и вот. Да, потом училась я и работала в Москве. И да, в Питере я тоже была, в Карелии я тоже была. Вот то, что ты рассказываешь, очень мне откликается. В Казани была, так говорю, Казань брал, Питер А в брал. Нижнем была? В Нет, Нижнем Новгороде? Ну, там нет. очень круто тоже. Это такая смесь Москвы и провинции. Потому что Мгм. Москва, она стерильна, она вылизана, то есть там, ну, все новое. Ну, центр, по крайней мере. А Нижний Мгм. Новгород, там можно увидеть какие-то советские таблички, какие-то ветхие здания, при этом новые скверы. То есть такое прям Мгм. столкновение цивилизаций, вот, Мгм. регионов, провинции и Москвы. Мгм. Ну, кстати, даже про Москву все говорят, что она эклектична. Я помню, училась на филологии, и Мгм. нам все время профессор говорил вот это слово в отношении Москвы. Потому что там Ну да, сочетается хаотичная много, застройка. да, и много стилей. Деревянный домик, а напротив стеклянное Мгм. новейшее здание, например. Ну да-да-да. Да. А в Венгрии ты в Будапеште? Нет, живу я в Сегеде, потому что здесь Сегедский М. университет, М. я тут работаю. Вот. Мгм. Но ты Я в знаешь, от Будапеште был Сегеда, только. да. Мгм. Но если будешь в Венгрии, заезжай в Сегед, очень хороший город. Я недавно как раз видео снимала, показывала, очень красивый. И livable, что называется. Ну, здесь очень Мгм, приятно мгм. жить. Вот. Вот Уютно, этого не хорошо. хватает в России. То есть у нас очень, автомобилецентричные города, в которых неприятно жить, но я надеюсь, что Мгм. будем как-то работать над этим. А, кстати, вот ты упомянул уже, это, про Нижний Новгород, что это смесь, да, провинции и как будто бы Москвы. Мгм. А вот, в чем большая разница между провинцией и не провинцией в России? Ну, в инфраструктуре, в качестве, в уровне жизни, в воздухе, в комфорте. Вот Мгм. даже Петербург, его можно отнести к провинции скорее, к сожалению. У нас вот единственный город, который передовой, который может поконкурировать с европейскими какими-то столицами — это Москва. Мгм. А почему Питер — это провинция, на твой взгляд? Ну, потому что там еще автомобилецентричный подход, то есть там еще машина — это важнее. То есть они думают, что чем эффективнее мы наладим передвижение машин,
тем лучше город. Но на самом деле уже давно понятно, типа в Амстердаме каком-нибудь, в Копенгагене еще 50 лет назад поняли, что нужно, чтобы город был комфортный для всех, и для Мгм. тех, у кого нет машины, и на общественном транспорте, и на велосипеде, а в Питере все еще, то есть очень широкие проезжие части, очень узкие тротуары, ну Мгм. и ты как бы в городе, когда находишься, ты понимаешь, что ну, он не для ходьбы, хотя, казалось бы, это Петербург, здесь гулять надо, вот. А Москва, она еще Согласна. лет 10 назад начала вот это движение в сторону расширения тротуаров, там, сокращения автомобильного трафика в центре. И, как ни странно, в Москве сейчас очень тихо и спокойно. Хотя там сколько, Серьезно? 12 миллионов живет. Не везде, то есть, да, там есть Тверская широкая, но вот если малую Москву взять, центральную, то там очень Мгм. комфортно гулять, очень Обалдеть. можно приятно на велике кататься. Вот. У меня вообще противоположные впечатления от этих двух М, городов. Но я не жила в Петербурге, знаешь, я была там раза 3-4, не знаю, 5, мгм, но на неделю, знаешь, на 10 дней. То есть это все равно туристическая поездка, и мы, естественно, мгм, ходили пешком. Я все время мгм, в Питере ходила пешком, никогда не на машине. мгм. И мне казалось, что в Питере это очень здорово ходить пешком. Удобно. Не, он И в спроектирован, в Москве. принципе, да, более удобно, потому что там уже улицы, но все равно, то есть там, где бы ты ни оказался, там всегда будет линия вот этих припаркованных машин, которые стоят там бесплатно. То есть до сих пор, ну вот, по-моему, в этом году внедрили платную парковку, но до этого ты мог просто привезти свой «Жигуль», оставить его на несколько лет там, и он там будет просто разлагаться, ну, в центре Мгм. Петербурга, которая, ну, дорогая земля, по сути. То есть вот в таких, нюансах ты видишь, что какой город прогрессивный, какой не очень. В Москве, например, уже, ну, я не знаю, там лет 5 парковка платная в центре. То есть вот если Мгм. ты оставляешь машину, 500 рублей в час заплати. И все, очень быстро машин просто в центре не стало. Ну, то есть остались те, Мгм. у кого есть деньги там, и начали развивать общественный транспорт, метро там строят. И ты понимаешь, что этот город не просто трасса для машин, это город, где ты можешь и погулять, и посидеть на улице, там, подышать свежим воздухом, ну, относительно свежим воздухом. Вот. Это один такой Мгм. город, вот, который реализовал вот эти вот все идеи урбанистические. У всех остальных какие-то точечные есть решения, какие-то пешеходные улицы, там, в Нижнем Новгороде, например, ну, во многих других городах. Но в целом вот все еще у нас машина — это прям вот главное, что, ну, главный приоритет. Мгм. Надо иметь, да, машину? Как будто Да-да-да. бы, То, что без чтобы машины передвигаться. ты Мгм. просто некомфортно себя чувствуешь. Ну и, в принципе, в городе ты, когда гуляешь, ты постоянно шум этот, и, ну, воздух не очень чистый. Ну Вот. вот у меня такие впечатления от Москвы, кстати. Это, Ну конечно, да, очень ну, красиво, Москва там есть разная. То места. есть, Да, ну да, да. Это да, вот, не есть там поспоришь. Хамовники, например, какой-нибудь район пешеходный такой, Мгм. приятный. Петербург, у него огромный потенциал, потому что, ну, он исторический весь, ну, вот эта историческая часть, и там много каналов, там, правда, не хватает деревьев, вот еще бы деревья добавить, сделать велодорожки, он, ну, Мгм. полностью ровный, вообще идеальный город. То есть сделать несколько пешеходных улиц, можно вообще весь Невский сделать пешеходным. Это просто шикарно будет. Или делать каждые выходные Невский проспект пешеходным. Ну, Мгм. например, как вот в Киеве Крещатик делают каждые выходные пешеходным, и в Краснодаре тоже Красную улицу делают пешеходной. Мгм. То есть это все вот, ну, вот эти все меры, они нужны, чтобы просто город был приятнее, чтобы ты там, ну, не просто работа-дом, а еще как-то понаслаждаться городом смог. Мгм. Мгм. Да, согласна, согласна. Например, вот в Сегеде, где я сейчас живу, действительно очень много велодорог. И вообще не обязательно здесь иметь машину, потому что пешком можно дойти из точки А в точку Б, где бы эти точки ни находились. Мгм. Ну, максимум там час-полтора ты идешь пешком. Ну, все, весь город пересек уже. Ну да. Да, этого, конечно, не хватает в больших городах. А, кстати, а ты Даже не был Мгм. хотел просто добавить, что даже если
ну, вот есть всякие видео, прогулки, да, по городам. Вот я, например, про Стокгольм смотрел, Да, он да, очень похож на Петербург, и там, бывает, целые кварталы перекрывают. Ну, то есть они ничего не делают, то мгм, есть не меняют там инфраструктуру, ничего, просто перекрывают, ставят столики, ставят там какие-то кафешки в обычном квартале, и там мгм. люди катаются на велосипедах, люди ходят с колясками, тихо, спокойно, то есть и прям идиллия. И, по сути, ничего не требуется, просто перекрыть, вот чтобы просто не было раздражающего фактора, то есть машин. Все, город сразу начинает жить. Мгм. Да. Ну, слушай, потребность, в том, чтобы убрать машины, растет. Не только ты об этом говоришь, я думаю, очень многие об этом думают. Так что, наверное, мы правда придем к этому, к каким-нибудь подземным путям машинным, не знаю. Ну, не обязательно подземным, просто Ну да, вот даже те меры, о которых ты элементарно сказал. общественный транспорт. То есть чтобы он был не Мгм. 70-х годов, как в Новосибирске, вот там троллейбусы эти старые, а чтобы это было не стыдно, там просто, ну, зайти в него, находиться. Мгм. Да. И чтобы тебя не вытрясло по дороге еще. Да-да-да. Ну вот, Да. как-то так. А ты не был в Коломне? Не, Коломна — не это был. такой городок недалеко от Москвы. Вот если ты будешь в Москве, очень советую. Ты просто когда говорил про Нижний Новгород и сказал про сочетание современности и чего-то такого старого, Мгм. я сразу Мгм. вспомнила Коломну, потому что это городок, до которого можно доехать за 1 час, по-моему, на электричке от Москвы, прямо из центра Москвы. Мгм. Ам, и ты оказываешься просто в прошлом веке, знаешь. Мгм. Таблички с этими твердыми знаками. Ну и такие Прикольно. старые, действительно старые таблички. И дороги, и церквушки. Ну, в Мгм. общем, такие классные, здоровские впечатления оставил этот город. Вспомнила вот. Надо Да, посетить. давай, запиши себе в списочек. У тебя есть список, кстати, ведешь, куда хочешь поехать? Да я везде хочу, в принципе, то есть, все регионы Мгм, России хочу посетить, хотя бы областные центры, да, столицы. мгм, Ну и все страны. мгм. Хороший план, Вот. Да, да. поэтому, ну, в какой Ам, последовательности особо не важно, то есть важно просто хотя бы раз в месяц куда-то выбираться. Мгм. Ну, хотя бы раз в месяц прикольно. Я тоже всегда мечтала, но вопрос тут про Алтай. Мгм. Ой, почему-то у меня. Окей. А Алтай как? Туда всегда хотел. Для меня лично Алтай — это что-то максимально банальное и скучное, потому что мы в детстве, ну, когда я был маленьким, всегда туда ездили. И, ну, для меня это просто горы, озера, реки. Не знаю, я вообще предпочитаю города. Мне вот всегда интереснее там в тот же Будапешт съездить, посмотреть вот архитектуру. Там Будапешт, кстати, офигенный город, Мгм. вообще обожаю. Ну и вообще, в принципе, города смотреть, то есть то, что было создано человеком. Вот меня всегда это интересовало. Мгм. Ну, а природа, да, ну, максимум 2 дня, максимум неделя и все. Поэтому да, если вы любите природу, ну да, там она есть, свежий воздух, там все дела. Но для меня лично ничего особенного. Мгм. Свежий воздух, все дела. Интересно. Мне как раз. Ну нет, хотя я тоже люблю по городам гулять. Ладно, мне нравится и природу посмотреть, и по городам погулять. Да, надо признать. У меня что-то с интернетом или мне кажется? Не знаю, может, у меня, кстати, я вот про Коломну начал искать, что какие-то проблемы начались. Странный город, видишь, загадочный. Мгм. Да. Слушай, начали говорить про отличия провинции и большого города. Я хотела Мгм. чуть поподробнее вот про это поспрашивать. А, ты был в каких-то маленьких городах, вот реально маленьких? Да, как она называется? В Колыване был, Новосибирская область. Ага. И общался с людьми, наверное, Ну, я видел их, местными. да. Окей. Просто хотела спросить, ты заметил какие-то отличия, в говоре, может быть, словечки какие-то необычные люди Вот, говорят? кстати, нет. Вот я ищу вот этого, но
как будто все одинаково говорят везде, вот где бы я Да? ни был. Но я пока в больших был городах. Я стараюсь пока большие и, ну, от общего к частному идти. Мгм. А, Пока нет каких-то особых диалектов, не услышал. Мгм. Наверняка есть, даже в Новосибирске, я уверена. Например, в Александрове есть свои словечки. Ну вот я сейчас не Мгм. про произношение, а про лексику. М, Например, вот знаешь, что такое кутишонок? Нет. Ну, как ты думаешь, что это? М, Человек, который любит Кутишонок. кутить. Окей, это очень хорошая версия. Кутишонок. Человек, который любит кутить. И я знаю, что меня смотрит кто-то из Александрова. Эм, вот, порадуйтесь. Ага. Нет, на самом деле кутишонок, кутята, кутишата — это щенки. Щенок, Ничего маленькая себе. собачка. Мгм. Мгм. Еще одну. А мультифора знаешь, Малсушка. что такое? Мультифора, я слышала. Кто-то мне говорил про это. Мультифора. Я подумала еще, что это машина большая. Но Нет, это это не файлик. машина. Это Файлик, файл да, или да, да, файлик, да, да. да. У нас это мультифора в Мультифора. Новосибирске. Мгм. Ну, вообще звучит как дальнобойная машина, если честно. Ну, как фура. Ну да, кстати. Ладно. Малсушка. Что такое малсушка, как думаешь? Не, без понятия. У меня вообще с лексикой плохо, я поэтому стараюсь книги читать, потому что у меня прям даже я банальных слов не знаю иногда. Но это именно Александровская, поэтому ты не знаешь. Кого бы я Мгм. ни спросила. Я вот тут встретила недавно коллегу из Волгограда, и мы с ней обменивались вот такими фразочками. Она Мгм. не знала тоже, что такое И что же это? малсушка. Малсушка — это леденец, конфетка, М, которую нужно рассасывать. И у нас вместо сосать — малсать. Малсать м, конфетки. Вот. И Прикол. да, да. Ну да, но Вопросики. это если, да, углубиться, пообщаться, вот, наверное, что-то можно такое услышать. Ну, я, например, недавно вот знакомый у меня молдаванин, он в речи употребил слово «бо». Ну, типа как «надень куртку, бо холодно». То есть вот «бо холодно» — это потому что холодно. Потому что они рядом с украинцами живут, и по-украински «бо» — это потому что. Ну и по-польски тоже «бо» — это потому что. И они это используют. Ну, потому что это просто Мгм. рядом все смешано. А у нас, ну, такого нет. Ну и ты, наверное, даже тоже не слышала, да? Нет. Ну вот. Вообще даже не То есть догадалась зависит бы все от я. региона, от влияния. Мгм. Да. Я бы подумала, что это будет холодно. Что-то такое. Мгм. Логично тоже. У нас есть слово «ибо». «Ибо». Это вот похоже. «Бо», Мгм. «ибо». Точно. Слушай, правда, М. правда. Так, вопрос к тебе. Сейчас отвлечемся немножко. Скажите, на чем вы путешествуете и на чем удобнее? Ну, пока я путешествую на поездах, автобусах, самолетах. Да. Так, и на В чем перспе еще можно? Ну, в перспективе на машине еще. Ну, А, я с ребятами, с друзьями ездил на машине. Вот из Новосибирска, из центральной России до Сочи мы доехали. Вот, 4000 километров. Ну, пока так. Больше всего мне нравится на автобусе, потому что ты проезжаешь мимо городов и, ну, можешь что-то еще увидеть. А на поезде ты, как мгм, правило, объезжаешь их как-то стороной. мгм, мгм. Не знаю насчет автобуса. У меня такой опыт, знаешь, мы из Венгрии в Москву и из Москвы в Венгрию этой зимой ездили, ну, на Мгм. Новый год к родителям, на автобусах. Мгм. 3 дня. Щас можно? В од Ну, можно, если очень сильно Через захотеть. Белоруссию? Нет, через Польшу и потом там через Финляндию, вот так вот, М, или через Латвию. мгм, Вот. Ну, разными путями туда и обратно. Это были разные маршруты. Но это было 3 дня в одну сторону. Ну да. И Не, вообще, если долго ехать, то лучше ночной поезд. Я вот люблю, я могу вот максимум на ночном поезде и потом выйти в город и погулять. То есть я ненавижу мгм, 2 там дня добираться или там сутки. Это просто, ну, максимум, что я вот, ну, либо 5 часов днем, да, например, либо если большое расстояние там, да, то ночной поезд, просто ложишься спать, просыпаешься в новом городе и все, гуляешь там.
Вот как-то так. Но вот именно сутки ехать или там 3 суток, не, это вообще... Лучше самолет тогда уже. Я была бы рада. Поезд, самолет, ну. А можно же А до ты Сербии, умеешь? из Сербии уже в Москву. Ну, как-то можно, но когда мы планировали путешествие, такой вариант почему-то отпал у нас по каким-то причинам, я не помню. Но я вот летом тоже собираюсь повторить Мгм. путешествие такое. Посмотрим, как я в этот раз спланирую все. До Сербии Да. недалеко просто из Венгрии. Мгм. Да, наверное. Может быть и так. Ты умеешь спать в поездах? Ты говоришь, ночной поезд. Да, да. Он, наоборот, тебя укачивает. Ну, Ты не знаю, меня не засыпаешь. укачивает ничего, ни автобус, ни поезд. Мне Убаюкивает так тебя, знаешь. вот кого-то Но это еще зависит от Да. того, насколько ты интенсивно вообще путешествуешь и передвигаешься. Если ты там весь день ходишь, устаешь, потом, Мгм. ну, ты легко засыпаешь. Ну да, я заметила, что если путешествуешь 2-3 дня, то на второй, на третий день ты уже засыпаешь. Ну, я уже засыпаю Мгм. нормально. А на первый день нет. Всех укачает, знаешь, в салоне автобуса. Все уже там храпят, видят десятый сон. Мгм. Я вот с такими глазами жду Не, ну в чего-то. автобусе, да, не так комфортно, то есть сидя спать, чем... Там ты просто в плацкарте или в купе ложишься, и все, и как дома спишь. Мгм. Ну, почти как дома. Мгм. Да. Слушай, вернемся к разным говорам и вот этим Мгм. особенностям произношения в этот раз в разных регионах. Скажи, а ты не заметил, что в каких-то регионах России произносят, например, г вместо г? Ну, типа рядом с Ну, Украиной, да, то есть господи, на юге. Если честно, не Мгм. особо. То есть я вообще не особо взаимодействовал с людьми, когда Мгм. не особо взаимодействую с людьми, когда путешествую. То есть это максимум там какой-то кофе купить в магазине что-то. Ам, Я в основном там в наушниках, в подкастах, в музыке, в чем-то в своем, Мгм. и просто у меня меняется картинка, там город меняется. Но я не погружаюсь особо вот в общество, поэтому я Мгм. не слышу этого. Ну да, это есть там вот Ростов-на-Дону, Таганрог, в Краснодаре уже не особо. Вот я там жил, я вообще не слышал никакого Мгм. "г". Мгм. Сочи тоже. Ну, Сочи — это больше такой Кавказ. Там такой армянский, может быть, акцент. Ам, так что вот. В Крыму тоже я был 2 раза. Много где был в Крыму. Не слышал, если честно. Мгм. Мгм. Даже в Мгм. Крыму. Ну, ты правильно сказал про юг. Вот это ага, Игорек вместо Игорек. Мгм. Вот это все юг, да. А в Крыму, мне кажется, там торопливая речь, то есть мелодия речи немножко М. другая. У меня были соседки в общежитии, вот откуда-то из тех районов, и я помню, что отличалась у них речь. М. А окают. Слышал, чтобы окали? Хорошо Вообще вместо нет. хорошо. Я вот Вообще ищу нет. это, но и пока нигде не встречал. Я в Вологде даже Говорят, был, на вроде это в Вологде. севере. На севере, Ага. говорят, где это должно быть. В общем, пока как-то этого нет. То есть просто если сравнивать с Италией какой-нибудь, где сотни диалектов, и ты сразу слышишь разницу, то в России можно сказать, Мгм. что этого просто нет. Возможно, это Мгм. связано с коммунизмом, когда, ну и в принципе с урбанизацией, когда люди переезжали в города, и нужно было не Мгм. выделяться, соответствовать там городскому какому-то. Мгм. Ну, в общем, было стрёмно говорить не так, как в Москве, там в городе говорят. Мгм. Это порицалось. И до сих пор, если ты в компании будешь окать, там, хорошо, на тебя как на дурачка будут смотреть просто. А где-нибудь в Италии, во Франции это нормально. Просто, ну, человек Мгм. так говорит. Поэтому вот у нас вот этот стыд, то, что мы стыдимся как-то выделиться в плане речи, это влияет на то, что мы искоренили все вот эти вот отличия какие-то Да, и сделали речь одинаковой везде. да, да, да. Это точно. И люди, если говорят как-то не так, как в Москве, потому что московский акцент принят за норму, Мгм. они действительно стыдятся. Ну, так, никому это не рассказывают. Ну да. Ну я, кстати, вот мне сложно даже понять, что такое московский, там, петербургский, новосибирский и так далее, потому что я не слышу какой-то Мгм. разницы особой. Мгм. Ну, это из-за СМИ, я думаю, все таки телевизор-то мы много смотрели,
и люди Мгм. научились произносить все как в Москве. В Москве имеется в виду там «хорошо», вот это «а», такое Мгм. А у навязчивое меня, «а». кстати, я заметил, что у меня много редукций. И, в принципе, в Сибири как будто говорят довольно монотонно и очень сокращают, то есть вот эти вот не хорошо, а хорошо, хорошо. То есть все Мгм. сжимается вот так вот, Мгм. и такой шва звук присутствует. Хорошо, Да-да-да, хорошо. да, да. Хочешь, расскажу, что это? Раз уж ты на Давай, фонетический давай. канал пришел. Это, такая ступень редукций. Вот у нас есть, Мгм. например, слово «хорошо», ударение на последнем слоге «о». Он там произносится четко, ясно. У нас есть еще первый слог до ударения. Мгм. Хорошо, вот этот. Вот там первый слог до ударения будет «а», обычное «а», не Мгм. напряженное такое. А все, что до и все, что после ударного, Мгм. это вот эта шва, которую ты заметил. М. Хорошо. Вот. Но это норма, Прикольно. как бы литературная норма, но на самом деле молодежь сейчас вообще сокращает, редуцирует еще больше. То есть ты можешь Мгм. услышать там, ну, я даже не могу так сказать, наверное, хорошо, хорошо, Ну да, хорошо, да-да. Ну, что-то такая такое. тенденция. Я тоже подкаст слушал. Мгм. Может, слышала, Розенталь и Гильденстерн, какой-то подкаст есть. Да, Там у да. них был выпуск как раз про редукции, что, ну, сейчас исполнители, вот рэп, которые читают, они выбивают ну, они говорят, например, кровь, у них будет крв, Мгм. вот. То есть у них прошел вот этот этап, когда у них были гласные, они их просто выкинули, и у них вот остались Мгм. согласные. Мгм. В общем, скоро русский превратится в какой-нибудь какой? Сербский или болгарский? Сербский, да, язык. Да, сербский. Будет вот так звучать. Извини, я, прореагировала так тормознуто, потому что ты замерз у меня. Вот, я проверяю, так Мгм. смотрю, есть ли у меня Мгм. интернет. Сейчас вроде все в порядке. Окей, ну, раз уж мы начали говорить про фонетику, про произношение, и ты пришел на, фонетический канал, то Мгм. сейчас будет фонетическая игра. Давай. Давай. Она небольшая, ну, там всего лишь 4 основных вопроса. 4, Мгм. 4 основных 4 вопроса. вопроса, да? Именно. Вот, друзья, все, кто смотрит и с нами, и в записи, можете играть вместе с нами, предполагать. В общем, правила такие. Я буду со своего телефона включать аудиозапись, на Мгм. которой кто-то говорит по-русски. Ну, или говорит по-русски, или читает по-русски, там, небольшой отрывочек. Тебе нужно послушать и угадать, из какой страны этот человек. Давай, это я смогу, мне кажется. То, что я О. учил языки. Ага, ага. Но я еще буду предлагать 4 варианта ответов, чтобы, Давай, ну, давай прям... сначала я, может, без предложения попробую, а потом, если будет тяжело, то будешь предлагать. Мгм. Окей. Хотя я подготовила туда же игру. Ну, давай так. Сейчас. Окей, не демонстрирую экран тогда. Замучен, да, хорошо понимаю, замучен. Но видишь, как сказали другое, видят, Ага. да, есть похожее выражение, и изцедаме su nekome imun. Ой. Я уже слишком много показала. Европейский язык. Да? Давай я буду угадывать вот так вот постепенно. Это европейский язык. Так, что-то со связью опять. Извини, что... Да, не могу Сейчас понять, с слышно, моей видно? стороны или нет, но... Слышно, видно, ага. Так, я в чат не смотрю. Ви, то есть говорит ви, не вы, а ви. Ви.
Ну, сейчас. Может, что-то, это романский язык, да, романский? Я не буду так подсказывать. Можно еще раз я послушаю тогда? Окей, только мне надо не пропустить, потому что там в конце будет разгадка. Я вчера, когда готовилась, я запомнила, что надо остановить аудиозапись, а сегодня уже забыла. В чате спрашивают, можно ли угадать? Конечно, пробуйте, Артем не будет. Да, угадывайте, я закрыл чат, я не вижу. Да, все. Так, еще раз, да? Замучен, да, хорошо понимаю, замучен. Но видишь, как сказано другое, движет, да, есть похожее выражение. Блин, ну знакомый акцент вот реально сложно, потому что это может быть итальянский, это может быть испанский, это может быть английский даже. Давай английский скажу. А хочешь, я тебе варианты ответов просто покажу? Давай. Давай. Сейчас дай мне пару секунд, продемонстрирую экран. Выражение? Ест, то есть часто еще говорят ест, а не есть. Ви вместо вы. Вот так. Окей. Видишь, да? Хорватия. Итак, как ты думаешь? Хорватия. Ага. Из вариантов Америка, Германия, Россия, Хорватия. Ты выбираешь Хорватия. Почему? Да. Почему не Америка? Потому что я учил сербский, и я знаю, что там мягкие, точнее, жесткие вот эти гласные всегда, мягких нету почти. И вот это вот «т», это сложно им произносить. И вот этот звук «ж» там присутствовал. Ага. В сербском тоже он есть. И как-то вот что-то такое, да, были какие-то вот такие мысли, что это что-то, да. Хорватия. Хорватия ты Ну, выбираешь. вообще, либо Хорватия, Так, в либо чате- Америка, но, скорее всего, Хорватия, вот так. То есть точно не Германия, Окей. не Россия. Ага. В чате у нас появляются варианты типа США, американский, английский, да. Ну да, какой-то регион США. Ну что же, проверим, кто прав, Артем или участники наши в чате. Хорватия. Да! Круто. Я угадал, да? Окей, давай следующее. Да. Я даже сейчас включу, чтобы показать до конца. Замучен, да, хорошо понимаю, замучен. Но видишь, как сказано другое, движет, да, есть похожее выражение, и стедом с умекомым. Можно еще разок, пожалуйста? Движет, как глагол по-русски, по-хорватски есть истедити. Вот, по-хорватски, да. Да. И ви, он говорит ви, вот, например, в сербском, сербско-хорватском, ну, сербский, хорватский, они, как, в общем, один язык, который по-разному просто называется. У них есть такое, ну, вот они говорят мислим, я мислим, я думаю. То есть они не говорят мысль, они говорят мисль. Вот, поэтому, ну, вот так можно понять, да, что... Но это, кстати, особенность и итальянского, и испанского, то есть там тоже «ы» нету. Очень много где венгры говорят мы, вы, вот это, ну, очень много кто. На самом деле это трудное задание, ты огромный молодец. Ну, я просто уже 4 там или сколько больше, 5 лет, наверное, общаюсь с иностранцами. Я довольно хорошо понимаю, откуда они. Ну, давай дальше там Давай посмотрим, насколько следующее. все хорошо у меня получится. Так, вторая запись идет. В 2012 году по Германия. случаю 120-й годовщины с дня рождения гроссмейстера по шахматам
Александра Алексина, его напомнили Это еще не конец. Пока твое 1000% Германия. Германия, да? Сейчас Да, я с первой секунды понял. О, в чате тебя поддерживают, окей. его увлекательный талант. Германия. Да, но он даже по-немецки сказал «майстер». Гроссмайстер. Угу. Окей. Все, да? Точно Германия. Да, точно, 100%. Точно, 100%. Ага, или Австрия. Ну, такого варианта нет. Я предлагаю следующие варианты. Германия, да, этот мужчина из Германии, из России, из Турции или из Америки. Мгм. Германия. Нет, этот мужчина из Америки. Ну, Но- наверное, он ой, просто вы проиграли. год Нет, вы назад щас переехал в начнёте. Америку, но при этом у него Нет, немецкие корни. на самом деле ты правильно услышал там какое-то немецкое произношение, потому что этот Мгм. человек родом из Америки, но он уже очень давно живет в Германии. М, То есть родной язык у него американский, ну, американский М. английский. И ты можешь это услышать по последнему слову, вот этот talent. Это прям вот... Talent, да? Ну-ка, а можно еще да. раз? Мгм. В конце я включу. Ага. Александра Алексина, его напомнили его увлекательный талант. Ну да, такая смесь напомнили, вот что-то американское есть и Мгм. есть что-то немецкое. Немецкий Мгм. такой, ну, железный голос, на самом деле, такой почему-то у них. Мгм. Свинцовый. Интересно. Ну окей, ладно. Интересное все это предположение, все то, что ты говоришь, это очень интересно слышать. Спасибо. На самом деле я не знаю, я бы угадала или нет. Понятно, что этих людей я знаю лично, и поэтому знаю вообще, какой там родной язык, что и как. И мы с ними работали, с кем-то даже над фонетикой, и я понимаю, Мгм. какие там тонкости. Но если бы вот мне так включили запись, я вообще не знаю. Мгм. Так, попробуйте снова. Хорватия. Это первый вопрос, да, окей. Из Америки мы выяснили. Третья запись. Поехали. Мгм. Так. Его зовут Иван, он москович. Он думает, что Москва красивый и большой и красивый город. Арбат его улица, Московский университет его университет. Любит старый парк. Турция, Турция. Почему? да. Ну, турецкий я изучал, и там есть особенности такие. Университет. У них «р» такая, она полу-р, полу-р. Мгм. Такая вот. Мгм. А почему тогда не Америка? Ну, Ну, нету вот этих вот п, т звуков. Мгм, мгм. Окей. В чате тоже... Университет, сказал бы Мгм, американец. Он бы не сказал университет, он сказал бы университет. мгм, мгм. Окей, Турция. Проверяем. Чат с тобой соглашается. И это правильный ответ. Можно еще раз? Молодец. Ладно, сейчас уже. Давай еще раз послушаем. Давай. Там еще в Просто начале интересно. будут такие типичные турецкие моменты. Его зовут Иван, он москович. Москович. Он думает, что Москва красивый и большой и красивый город. Арбат его улица, Московский университет его университет. Любит старый парк. Университет. Мгм.
На самом деле можно было бы подумать, что это и американец, да, по «р», например, по «ю», Ну, но вот интонация другая у американцев. да, и вот это «москвич», московский университет, да, это Да, Турция, да. то есть еще же вот интонация очень важна. Вот, например, ну, важны вот эти паузы, то есть американцы, когда думают, они вот так, ам, Мгм. universitet, Мгм. это по-турецки как будет университет. Вот. Так, ну и Мгм. что, последний вариант, да? Последний, да, последний вопрос. Кстати, чат я тоже поздравляю. Самый Atomic сложный? 12. Да, последний, ну, на мой взгляд, самый сложный. Я не знаю, как ты сейчас отреагируешь. Итак. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мной ночной покой, за ярко стриж закатными часами, за нашими гулями под луной, за солнцем у нас над головами, за то, что вы больны, увы, мной, за то, что я, увы, больна не вами. Ну, очень слабо слышный акцент, но он есть. И он, в принципе, может быть как немецким, так и хорватским. Здесь вопрос в том, какова вероятность того, что человек из Хорватии будет петь эту песню. Ну, их просто очень мало, хорватов, Ага. а немцев больше. Вот. И как-то, ну, в ГДР, да, там какое-то большее влияние было, да, вот этой всей советской эстетики. Поэтому... Но, с другой стороны, так хорошо исполнить, будучи носителем немецкого языка, это гораздо сложнее, чем будучи носителем хорватского. Вот, так Мгм. что, блин, не знаю. Возможно, это как будто, с одной стороны, немка, которая учила русский в школе еще, и либо же это девушка или там женщина, да, из России, которая переехала в Германию в детстве. Ну, вот что-то такое вот. Пускай Германия будет. Мгм. Германия. Окей. А в чате у нас варианты тоже Германия. Предполагают, что Россия, что ли, но потом сразу же ответ: нет, не Россия. Не, ну, Ну, Россия в том вообще, плане, что, может быть, корни русские, да, может быть, там она переехала, но акцент же есть, то есть это явно не полностью носитель. мгм, Вот. Германия, мгм, Хорватия. Ну, Хорватия вот маловероятно, что вообще эту песню могут петь. Ну, не знаю как-то. мгм, Пускай Германия мгм, будет. мгм. Ну, в общем, логикой и невероятной чуйкой ты дошел до ответа Германия, да. В общем, Да. если меня смотрит эта студентка, которая записывала эту песню, то она сейчас очень порадуется всем комплиментам, которые ты наговорил. Ну, действительно, едва уловимый акцент. Говорит она замечательно. Она не из России, у нее нет русских корней. Она просто занимается фонетикой. Мгм. И она из Германии. Я тебя поздравляю.
Я 250 тысяч рублей выиграл? Да, приезжай в Венгрию, забирай. Классно. Блин, надо было евро Да, говорить. следующий вопрос. Ну да, кстати, я бы всё Настроение равно. классно. Классно. Так. Это это несложный вопрос. Да, понравилось. Да, ура! Ну все. Я тебя поздравляю, ты лучший игрок. Никто еще не играл в эту игру лучше, чем ты. Серьезно? В общем, было здорово. Да, да. Спасибо. Блин, мне Ну, понравилось, это прикольно. первый раз я играла, в принципе, но как бы твое звание лучшего, оно так и останется с тобой. Хорошо. Так, возвращаемся обратно. Опа. Спасибо тем, кто отвечал в чате. Ну, те, кто будут смотреть в записи, мне кажется, им тоже будет это интересно. Прикольно угадывать акценты, по-моему. Вот. Ты выиграл 1 000 000 всего. Респектов. Евро, рублей, да, лайков и так далее. Приезжай, забирай. Хорошо, Вот. хорошо. Окей. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел сегодня так легко. Ты такой легкий на подъем оказался. Ну, неожиданно Спасибо и за приятно. приглашение. Да, мне тоже. Мне тоже было интересно пообщаться. Вот. Тоже можно что-нибудь записать на моем канале. Я бы Ой, с спросил про жизнь в удовольствием. Венгрии, про работу, про канал, про преподавание, Мгм. про все. Давай. Ну, нет, я подумаю, вот так отвечу. Витам сердечне. О, да, вам всем тоже большое спасибо, друзья. Благодарят нас в чате. Круто. Мне очень понравилось. Легкий такой разговор получился. Да. Ну, в Да, общем, можно круто. собрать из этого подкаст какой-нибудь, из какой-нибудь части. Мгм. Давай, подумаем об этом. Ну, а сейчас прощаемся с нашими зрителями, да, оставляем их пересматривать, переслушивать игру, потому что, наверное, захотелось переиграть в какие-то моменты. Вот. Всем пока. Все, всем Останавливаю. пока, всем спасибо, кто смотрел. Да, до встречи, ребят. Так.